Глава 23а. Сэлянь отдернул руку, не успев произнести ни звука. Принц уже заметил, стоит ему в темноте на что-то наткнуться, какой бы жуткой ни была ситуация, он еще ни разу не успел даже вскрикнуть, а тот, на кого принц наткнулся, начинал первым верещать во все горло. Но ведь в действительности именно принц должен был испугаться первым. В густых высоких зарослях трав и кустарников притаился человек, ногу которого и нащупал Сэлянь. Конечность резко дернулась прочь, травы с шорохом зашевелились, раздался голос. «Не бейте, только не бейте, ГГ, это я». Сэлянь, присмотревшись, увидел то, чего совершенно не ожидал. «Не бейте, только не бейте», кричал никто иной, как юноша с густыми бровями и большими глазами по имени Тяньшен. Увидев, что принц узнал его, юноша облегченно выдохнул. А вот Сэлянь, убедившись, что это действительно Тяньшен, напротив, вовсе не расслабился, а, наоборот, насторожился еще больше. Выставив вперед руку, принц спросил: «Ты разве не остался вместе с остальными, чтобы присматривать за раненым? Как ты оказался здесь? Ты правда и есть Тяньшен?» В сложившейся ситуации охотнее верилось, что какая-то иная сущность изменила внешность в попытке выдать себя за юношу. Тяньшен поспешил заверить: «Это я, правда я, и не только я, а еще 3 дядюшек пришли со мной. Они все здесь, посмотрите сами, если не верите», юноша указал в сторону дворца. И действительно, в скором времени из разрушенного здания выбежали 3, те самые торговцы из каравана. Увидев Сэляня, они пристыженно замерли, всем своим видом выражая неловкость. Принц тяжко выдохнул, затем поднялся, хлопками очистил полы одежд и обратился к ним. «Что вы здесь делаете?» Стоило ему задать вопрос, торговцы сконфуженно затихли. Лишь Тяньшен, спустя мгновение, запинаясь, ответил: «Вскоре после того, как вы ушли, яд в теле дядюшки Джена стал действовать сильнее. Ему сделалось так плохо, что мы ведь никто не знал, когда вы вернетесь. Мы волновались, что вы не найдете противоядие или возвратитесь слишком поздно». А Джаобэ указал направление, в котором следует искать государство Баньюэ. Поэтому мы подумали, что с большим количеством людей найти его будет проще и быстрее, так что решили пойти тоже, что не говори, а о своем решении торговцы пожалели. Они испугались, что Сэлянь и остальные после того, как отыщут траву Шаньюэ, сбегут вместе с Аджао, поэтому, поддавшись волнению, направились следом за ними. Сэлянь с легкостью представил себе, что имей Фуя малейшую возможность отговорить их, ему бы попросту стало лень этим заниматься. Ведь людей, которые стоят на своем и, не слушая никаких уговоров, так и рвутся в сторону смертельной опасности, остановить невозможно. Сэлянь, не в силах ничего поделать, произнес: «Вы в самом деле истинные смельчаки. Вы ведь прекрасно знали, что может обитать в этом городе и что может с вами здесь случиться. И все равно решились прийти». Очевидно, Тяньшен и сам понимал, что действия торговцев выдали их недоверие к Сэлиню и остальным. Юноша испытывал стыд, и потому, сидя в траве, не решился сразу подать голос. Наверное, по-прежнему ощущая себя неловко, он произнес: «Простите, речь идет о спасении жизни, мы переволновались, и потому ничего не поделаешь». Когда дело касалось жизни и смерти, люди часто проявляли излишнюю заботливость. Кроме того, раз уж они решились пойти на риск, чтобы собрать для кого-то другого противоядие, подобный поступок ради ближнего смело можно было назвать благородным деянием. Сэлянь не хотел их порицать, лишь потер точку между бровей и произнес: «Вам несказанно повезло, что вы ни с чем не столкнулись, оказавшись внутри города. Кстати, откуда вы знали, что траву Шаньюэ нужно искать именно у дворца государя?» Тяньшен, почесав затылок, ответил: «Мы не знали, где именно нужно искать. Но ведь в той истории, что рассказал ГГ в красных одеяниях, говорилось о государыне, что сорвала траву Шаньюэ. А государыня не может просто так покинуть дворец. Поэтому мы и решили, что стоит попытать счастье во дворце государя». Сэлянь подумал, что у парнишки голова работает как надо, раз он принял верное решение. Неожиданно рядом прозвучал голос Саньлана.
Нашел. Обернувшись, принц увидел юношу, который поднял руку, сжимая в ладони изумрудные листья с пучком тонких корней. Листья по размеру могли сравниться с ладошкой младенца, а по форме напоминали персик, кончик листьев заострился на конце. Селиню не потребовалось подтверждение от Джао, он интуитивно почувствовал, что это и есть та самая трава Шань Юй из легенды. Не дожидаясь ответа, Сань Лан уже схватил принца за пострадавшую руку. Когда змея только ужалила принца, рука ужасно опухла, но Сань Лан высосал яд и, хотя отравление не устранил, все же опухоль заметно спала. Теперь юноша взял Селяня за руку, сжал в другом кулаке траву Шань Юэ, а когда разжал пальцы снова, листья уже превратились в зеленый порошок, хоть никто и не заметил, чтобы юноша применял силу. Затем Сань Лан аккуратно нанес зеленый порошок на тыльную сторону ладони Селяня. Принц почувствовал, как от раны распространяется мягкая прохлада, и произнес: «Сань Лан, большое спасибо тебе». Сань Лан же ничего не ответил. Закончив наносить лекарство, он отпустил руку принца. Селиню все время казалась странной та атмосфера, которая повисла между ними, при этом он совершенно не представлял, как начать разговор, о чем спросить, ведь любые вопросы также казались ему неуместными. Остальные не ощущали никаких странностей, Тянь Шэн лишь взволнованно молвил: «Гыгы, ну как, тебе стало лучше?» Трава подействовала. Селянь, отвлекшись от размышлений, ответил: «Намного лучше. Думаю, это она». Услышав его, остальные несказанно обрадовались и заголосили: «Быстрее, давайте поищем еще». Вскоре Аджао сорвал зеленые листья с земли и произнес: «Я тоже нашел, вот здесь». Листьев травы Шань Юй в руках Аджао оказалось явно больше, чем в том несчастном пучке, который отыскал Сань Лан. Торговцы, увидев, что форма листьев та же самая, бросились к Аджао, удивленно восклицая: «Здесь ее так много, как много, быстрее, срывайте побольше, а если останется, мы сможем продать ее, когда вернемся». Пока они торопливо собирали траву, Селянь отвернулся, посмотрел на свою руку и решил сказать хоть что-то, лишь бы заговорить с Сань Ланом. «Кажется, ты уже искал в том месте, где сейчас ищут они. Неужели ты ничего там не заметил?» Открыв рот, Селянь и сам почувствовал, что тему для разговора выбрал совершенно бессмысленную. Сань Лан покачал головой со словами: «Траву, которая растет там, тебе использовать нельзя». Селянь заинтересованно спросил: «Почему?» Но Сань Лан так и не ответил на вопрос. Он и рта не успел открыть, как кто-то резко выкрикнул: «А ну отойди!». Торговцы немедленно застыли в замешательстве и начали переговариваться. Кто это кричал? Я не кричал. И я тоже. Внезапно резкий крик раздался вновь. «Отойди, ты на меня наступил». На этот раз люди, наконец, поняли, что голос раздается откуда-то из-под ног. В тот же миг торговцы, собравшиеся на клочке земли, где росла трава Шань, разошлись в стороны. Селянь уже привык, что в подобной ситуации ему приходится действовать не так, как все остальные отбегают подальше, а он выбегает вперед. Поэтому и сейчас принц подошел к тому месту, откуда раздавался звук, вытянул руку и медленно отодвинул заросли густой травы. Его движение заставило людей вокруг задержать дыхание. Путники увидели посреди зарослей травы, в грязи, лицо мужчины. Невероятно, но в землю был зарыт живой человек, на поверхности осталось только лицо. Представшая взору картина выглядела настолько жутко и неестественно, что торговцы от страха сбились в кучу и громко закричали. Селянь уже поднаторел в искусстве утешения напуганных, поэтому произнес: «Не стоит паниковать. Прошу, сохраняйте хладнокровие. Всего лишь чье-то лицо, не более. Ничего особенного. У каждого человека есть лицо, не так ли?» А лицо тем временем усмехнулось. «Я напугал вас. Эх, я частенько пугаю даже себя самого». Селянь склонился и внимательно рассмотрел зарытое в землю лицо. Оно принадлежало мужчине, и если не улыбалось, то выглядело совершенно плоским, если же улыбалось, на нем появлялось множество морщин. Невозможно было точно сказать, принадлежит оно старику или юноше, также трудно было судить, уродлив этот человек или красив. Принц довольно долго разглядывал его, но так и не смог понять, что это такое, поэтому пришлось спрашивать напрямую. «Кто ты?» Лицо в земле вместо ответа спросило.
«А вы кто такие?» Сэлянь ответил. «Проезжие торговцы». Лицо со вздохом произнесло. «Ох, проезжие торговцы, я тоже когда-то был проезжим торговцем. Но с тех пор прошло уже 50, а то и 60 лет». После этих слов картина стала еще более дикой. Если незнакомец был зарыт в этом заброшенном древнем городе на протяжении 60 лет, то мог ли он все еще называться человеком? Один торговец робко проговорил. «Но тогда как ты оказался здесь, а?» Лицо в земле закашлялось, потом сморщилось и стало говорить. Меня притащили сюда воины Баньюэ. Я по неосторожности забрел в город, они схватили меня и закопали здесь, чтобы я стал удобрением для травы Шаньюэ, так значит эта трава Шаньюэ выросла здесь на костях живых людей. Неудивительно, что так сильно разрослась. Торговцы быстро побросали на землю всю траву, которую собрали только что. Для них теперь держать ее в руках было все равно, что держать чей-то труп. Сэлянь, не сдержавшись, тоже посмотрел на свою руку, но Сань Лан развеял его подозрения. Там трава чистая. Вот почему Сань Лан, совершенно точно уже обыскавший те места, где зарыто лицо, не стал собирать буйно растущую траву Шаньюэ. Возможно, он даже увидел лицо и догадался, что трава здесь выращена на трупах людей. Поэтому не обратил на нее внимания, развернулся и направился на поиски в другом месте, пока чуть подальше не нашел выросшее без удобрения, чистое растение, лишь после этого нанес его на кожу принца. Сэлянь произнес: «Сань Лан, я правда очень благодарен тебе за заботу». Сань Лан покачал головой, лицо его по-прежнему оставалось мрачным. С тех пор, как Сэляня в пустыне ужалила скорпионовая змея, юноша неизменно находился в подавленном состоянии. Те несколько дней, что они провели вместе до путешествия, он то и дело звал Сэляня, все ГГ, да ГГ. А теперь перестал называть его так. Также Сань Лан по мере возможности избегал телесного контакта с Сэлянем, кроме тех моментов, когда высасывал яд из его руки и наносил лекарства. Сэлиню все это показалось чрезвычайно странным. Не в силах разгадать настроение юноши, принц почувствовал себя неспокойно. Его размышление прервало вновь заговорившее лицо из земли. «Я уже много лет не видел живых людей. Вы подойдите поближе, дайте вас рассмотреть, можно». Люди переглянулись между собой и все как один решили, что лучше будет не делать так, как оно говорит. Увидев, что никто не ответил на просьбу, лицо в земле пробормотало. «Ну что, не хотите?» Эх, жаль, Сэлянь повернулся к нему. «Почему же жаль?» Лицо ответило. «Как только вы вошли, я обратил внимание на одну весьма и весьма важную деталь. Мне все время хотелось убедиться в этом своими глазами, а потом уже поделиться с вами. Поэтому необходимо, чтобы вы подошли ближе. Просто я хочу внимательно рассмотреть каждого из вас, одного за другим». Сэлянь спросил: «И что же это за важная вещь?» Лицо, скривившись в странной улыбке, ответило: «Я скажу, но только не пугайтесь, среди вас есть человек, которого я уже видел 50 лет назад». После его слов у каждого по спине внезапно пробежал холодок. Ведь если лицо в земле видело кого-то 50 лет назад, то сейчас этому человеку должно быть около 70 лет. Но среди них самому старшему на вид нельзя дать больше 40, как такое возможно. Только если этот человек не человек вовсе. Взгляд Сэляня пробежал по всем присутствующим, начиная с Аджао, заканчивая Тяньшеном. Немного удивленные, испуганные, настороженные, остолбеневшие и потерявшие дар речи, все выражения лиц как нельзя лучше подходили к ситуации. И если нужно обязательно указать на того, чья реакция отличалась от других, то этим человеком являлся Сань Лан, его лицо осталось совершенно без какого-либо выражения. Однако для этого юноши отсутствие реакции как раз и было самой обыкновенной реакцией. Повернувшись обратно, принц спросил: «И кто же тот человек, о котором ты говоришь?» Мышцы на лице в земле несколько раз свело судорогой, отчего его рот скривился в беспримерно странной улыбке, словно оно прилагало всяческие усилия, чтобы выглядеть надежным и честным, но все же не могло удержать коварство, так и рвущееся изнутри. Голос его прозвучал заговорщически: «Ты подойди поближе, и я скажу тебе». Когда эта фраза прозвучала впервые, Сэлянь почти поверил ему. Но после еще одной такой же доверие поубавилось.
Как знать, вдруг это странное существо хочет приманить людей поближе обманом, а затем напасть на них. Сэлянь, разумеется, не стал его слушать, поднялся и отошел прочь. Лицо из-под земли затраторило вдогонку. Вы правда не хотите узнать, кто этот человек? Он погубит всех вас, так же, как погубил нас.